Мы уже больше года тестируем беспроводной пылесос и поняли про него все. Его сильные и слабые стороны, где он хороший, а где он совершенно бесполезен. Я прочитал все комментарии в интернете, здесь на них отвечу. А также я столкнулся с сервисной службой этой фирмы и обязательно вам об этом расскажу. Это не обзор, это реальный опыт использования. Этот пылесос появился у нас год и 3 месяца назад, и отношение у меня к нему было, мягко говоря, скептическое. Что может сделать эта малютка, когда большой пылесос с трудом справляется со своими обязанностями? Мы живем в большой квартире, 98 метров, у нас 3 детей и большая лохматая собака, со всеми вытекающими отсюда последствиями для пылесоса. Но Волмер уверенно зашел в нашу жизнь благодаря главному своему достоинству – легкодоступность. Хранится он на кухне, это самое грязное место. Здесь мы готовим пищу, здесь мы принимаем пищу, постоянно сыплются какие-то крошки, которые потом неприятно прилипают к ногам, и поэтому после каждой готовки, после каждого приема пищи просто руки тянутся взять пылесос и пройтись быстренько по полу и все убрать. Это все занимает ровно 1 секунду, то потом ты ходишь босиком по квартире и получаешь удовольствие. Все, кто видит этот пылесос у нас в работе, сразу хотят его себе, но потому что он всегда под рукой. Он стоит на видном месте, его не надо прятать, он своим видом украшает любое пространство. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Например, вы уронили мешок крупы, да, любой, нечаянно был, споткнулись, уронили. Вариант номер 1. Сбегали за веником, подмели, высыпали ведро. Веник нужно прятать, потому что своим видом он не украшает. Пока вы высыпали ведро, что-то просыпали, опять смели, опять просыпали. Удобно, скорее привычно. Вариант номер 2. Взяли большой пылесос, сходили в кладовку, достали его из шкафа, собрали, вытащили шнур, воткнули в розетку, пропылесосили, вытащили шнур из розетки, смотали шнур, взяли пылесос и отнесли в кладовку. Удобно? Относительно удобно. И вариант номер 3. Взяли одной рукой, нажали кнопочку, и вот вы уже пылесосите, хотите левой, хотите правой рукой, вы за 1 минуту навели порядок. Так что еще раз повторюсь, это и есть главное его достоинство. Я бы сказал, даже фундаментальное достоинство беспроводного пылесоса. Ну а теперь давайте перейдем к другим достоинствам и недостаткам, но уже конкретной модели Волмер D707. Самый главный страх покупателя, что аккумулятор это ненадолго. Исключительно наш опыт. У нас квартира 98 метров, но правда без ковров. Нам хватает пропылесосить всю квартиру 3 раза. На простом режиме, не на турбо. На простом режиме аккумулятора хватает на 40 минут беспрерывной работы. А кто пылесосит беспрерывно? Постоянно нужно что-то поднять, переложить, перенести. А турборежим мы используем для чистки мягкой мебели и автомобиля. И то не постоянно, а только для особо загрязненных участков. Заряжается аккумулятор до 4 часов. Но, честно говоря, я ни разу не засекал. Потому что зачем? Поставил его на зарядку и пошел либо спать, либо делать свои дела. Аккумулятор съемный, и это очень удобно. Он может заряжаться в любой свободной розетке. Хотите вместе с пылесосом, хотите отдельно. А хотите, можете купить второй аккумулятор. И пока один у вас стоит на зарядке, вы взяли второй и пошли пылесосить залы своего дворца. Еще один сложный вопрос, и каждый решает его по-своему. Я даже обратил внимание в комментариях, что люди, у которых решен вопрос, у которых в квартире есть какой-то уголок, куда отлично стал пылесос, те пылесосом довольны. А вот те, кто не решил этот вопрос, те им как раз и недовольны. Поэтому хранение это очень и очень важно. У нас этот вопрос решен. Он идеально стал в это пространство, где у нас стоят банки с крупами, и он стоит на своем месте. Кухня под рукой и даже фиксируется, не падает. Пылесос сам не стоит. В основной насадке у него есть фиксация, и можно так пылесос аккуратненько поставить и оставить его на какое-то время. Но у этого пылесоса слишком высокий центр тяжести, и в любом случае он упадет. Не сегодня, так завтра. Поэтому лучше этого не делать. Не надо его оставлять, прислонившись к какому-то шкафу. Он тоже обязательно упадет. Лучше сразу кладите на пол, потому что пылесос переживет несколько падений. У нас он падал и он работает. Но я думаю, что если вы поставите эти падения на поток, то долго он у вас не выживет. И вам понадобится программа Волмер Care, о которой расскажу позже. Или покупать новый пылесос. И раз уж мы заговорили о прочности, то в комментариях люди переживают за его прочность, а особенно за прочность вот этой трубы. Самой красивой части пылесоса у нас потрясающая фиолетовая труба. Вот обратите внимание, пылесосу год и 3 месяца, в спартанских условиях эксплуатировался, и у меня даже есть сомнение, что это пластик. По-моему, это какой-то металл. Хотя, может быть, и прочный пластик. В любом случае, смотрите, ни одного скола. Смотрится труба так же, как будто только что вышла с конвейера. У пылесоса есть база для хранения. Вы можете ее прикрепить на стену в любом удобном месте и хранить пылесос. То есть он будет фиксироваться и стоять, никуда не падать. Но база держит пылесос за аккумулятор. И поэтому, если вы хотите зарядить аккумулятор, и для этого вы его снимете, то пылесос просто не будет держаться на базе. Он может опять упасть. Позаботьтесь о том, чтобы рядом была розетка. И тогда вы сможете одновременно
и хранить и заряжать пылесос. Что касается хранения насадок, на трубу крепится специальный кронштейн, в который вставляются две насадки, которые нам требуются чаще всего. Это насадка для плинтусов и узкая щелевая насадка. Для остальных же насадок, которым мы пользуемся реже, мы приспособили вот такой контейнер. Чем мы пользуемся реже? Это турбощетка для мебели, это насадка для мытья полов и специальный вал для очистки ковров. Еще один частый вопрос в комментариях — это фильтр и система бесконтактной очистки. Ну, здесь все очень просто. Что такое система бесконтактной очистки? Это вот эта кнопочка. Нажимаете, и весь мусор высыпается прямо в ведро. Весь мусор, кроме волос. Волосы благополучно наматываются на фильтр вот здесь, и их приходится очищать руками. Следующий вопрос — это HEPA-фильтр. HEPA-фильтр находится внутри, открывается вот таким вот элегантным, простым движением, и он очищается щеточкой в мусорное ведро. Делаем мы это один раз в 5-6 уборок. У нас ни разу не забивался фильтр настолько, чтобы пылесос не включился, хотя в комментариях об этом пишут. Я не знаю, что для этого нужно пылесосить, наверное, дорожки в саду. Обращу ваше внимание, что вот здесь на фильтре есть резиновое колечко, которое лично мы уже дважды теряли и дважды заказывали заново. Поэтому обратите внимание на это и не потеряйте его, когда будете очищать пылесос. Во-первых, это ящики шкафов. Очень удобно пылесосить внутри ящиков вот этой малюткой. Большим пылесосом этого не сделаешь. Во-вторых, это автомобиль. Зачем нужен отдельно автомобильный пылесос, если эта малютка справится и с автомобилем тоже? Еще одно преимущество — это тишина. Аккумуляторный пылесос работает тихо. Вы не перебудете своих домочадцев, если вечером захотите что-то пропылесосить. Вам достаточно просто прикрыть дверь. Нас перестали беспокоить собачьи волосы. Из-за того, что этот пылесос всегда под рукой, взять его и пройтись по местам скопления собачьих волос занимает буквально 3 минуты. Это очень просто, быстро, а значит, мы это делаем постоянно, и квартира у нас в чистоте. Из минусов: собачьи волосы накручиваются вот на эти колесики. Но лучше волосы будут здесь, чем по всей квартире и на вашей одежде. Частый вопрос в комментариях: а не накручиваются ли длинные женские волосы на щетку? Отвечу вам с полной ответственностью: у нас 5 длинноволосых членов семьи, и я удалял волосы вот с этого вала 3 раза за этот год. И то волос было мало, то есть пылесос прекрасно с этим справляется. Но если вдруг какой-то волос здесь цепляется, да, во-первых, вал не блокируется, пылесос работает спокойно, а потом, когда вы хотите его удалить, производитель учел и сделал на щетке, которой мы чистим фильтр, вот такое лезвие, которым очень удобно почистить и срезать длинные волосы с вала. А вот мойкой мы не пользуемся. Но, во-первых, это пылесос для влажной уборки, а не для мойки. А во-вторых, наверное, это дело привычки. В моем детстве у нас был большой моющий пылесос, но им мы тоже не пользовались, потому что если нам нужно что-то помыть, мы просто берем швабру и протираем полы вручную. Лично меня больше всего радуют фонари на главной щетке. Моя жена просила об этом не говорить, дескать, это не обзор, это опыт использования. Обзор, кстати, смотрите здесь, мы снимали его год назад. Но за год я прочувствовал, какая это крутая штука. Если вы думаете, что у вас чисто, берете эту насадку с этими фонарями и начинаете пылесосить. И вы поразитесь, какая пыль прячется у вас в укромных местах. И откуда она только берется. Еще один плюс: ребенок с удовольствием убирает за собой. А это, как говорится, 2 в 1. И помощь по дому, и приучение ребенку к труду. А как вы используете беспроводной пылесос? Напишите в комментариях, давайте составим полный каталог возможностей этого пылесоса. Очень часто сравнивают беспроводной пылесос с роботом-пылесосом. Это 2 абсолютно разных гаджета, и сравнение их, конечно, некорректно. Лично мне больше нравится беспроводной. Я люблю за 5-7 минут самому пройтись по всей квартире, убраться и переходить к другим делам. А кому-то нравится включить робот-пылесос, и чтобы он убирался сам. Да? Пускай он убирается 2 часа, но он это делает самостоятельно. Тот робот-пылесос, который был у нас, он часто застревал, вот, и все время приходилось его контролировать. Напишите в комментариях, а какой пылесос выберете вы? Робот-пылесос, беспроводной пылесос или большой проводной пылесос? И давайте посмотрим, кто имеет преимущество. Как я уже говорил в начале, в этом году мне пришлось столкнуться с сервисной службой компании Walmer. Один раз я взял пылесос, привычным движением нажал на кнопку, и пылесос не включился. Я зашел на сайт Walmer и написал в чате поддержки. Там попросили оставить телефон, что я и сделал. Перезвонили мне где-то в течение часа, телефон я не услышал, увидел только сообщение на WhatsApp, что вам звонит инженер из компании Walmer, что у вас случилось. Я начал общаться и, рассказывая им, что у меня случилось, что, дескать, я нажимаю на кнопку, он не работает, я нажимаю на кнопку пылесоса, и он меня зарабатывает. Вот у меня такое часто бывает. У меня было такое и с машиной, и с бытовыми приборами, когда что-то не работает, приезжаешь в автосервис,
а там все работает. И от механика выслушиваешь какой-то на самом деле никчемная прокладка между рулем и сиденьем. Вот у вас такое было? Вот у меня такое бывает. Мне пожелали приятного пользования и сказали, что если возникнут какие-то сложности, обязательно с ними связаться. Если пылесос на гарантии, то в любом городе к вам приедет курьер, заберет ваш сломанный пылесос, а вам даст пылесос на время ремонта. Кстати, если вы очень опасливый человек, либо наверняка знаете, что руки растут не с того места, вы можете оформить программу Volmer Care. Подробности почитайте на сайте. Эта программа напоминает каска для автомобиля, где за ваши косяки платит страховая компания. По этой программе вы получаете не только продление гарантии, но еще и ремонт негарантийных случаев и замену расходников. Это была наша непридуманная история «Год с пылесосом Volmer». С вами были Крюковы. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы смотреть новые интересные видео. А если вам интересна наша жизнь, то подпишитесь на наш канал в Telegram. Ссылка в описании. До новых встреч!